Так, ну что, прошлое видео собрало фурор, мы этого не ожидали, ну, точнее, мы снимали для внутреннего пользования, так можно сказать, но уже 2000 просмотров, спасибо вам большое, очень мило, что столько аргентинцев, не знаю, настолько душевно, приятно встретили, так рады, даже не представляю, вот представьте, аргентинца приедет в Москву и выпустит свой влог, хотя, кто знает, может быть, тоже соберет фурор. Так, ну что, мы собираемся сегодня в небольшой райончик под названием Норд-Дельта. Там мы посмотрим квартиру, потому что, как я уже ранее говорила, у нас заканчивается срок здесь аренды, поэтому нам нужно сменить локации, плюс в августе приедут мама, поэтому нам нужно расширить наши горизонты пространства. Вот. В таком составе мы едем сначала смотреть квартиру, потом мы едем смотреть капибарусов. Вот. У Кирилла была мечта их потрогать. Я ему задолжала свиданку. Ну как же? Оля. Как и задолжала. Просто получилось так, что я проспорила. Напомню суть спора. Снималась ли Надежда Исоева в большом шоу, и мы нашли это видео, оказалось, что снимала. Ну, в общем, не суть. Я проспорила, и вот сегодня этому человечку я устраиваю сказочные приключения, но я не могу сказать, что это будет вау-приключение. Скорее всего, очень мило и спокойно, потому что, ну, вот с этим, я не знаю, все, что я смотрела, нужно... Ну, как-то с ребенком либо невозможно, он проснется, будет слишком шумно, либо это, наоборот, очень там какие-то музеи, еще что-то, каких-то супер новых эмоций вряд ли вызовет у Кирилла. А вот капибару он очень хотел покормить их. Единственный нюанс — это закрытый городок, и во всех чатах пишут, что туда особо не пускают, вот, но... Я нашла один лайфхак, хочу его попробовать, надеюсь, это получится, и мы попадем все-таки туда и покормим капибару, погуляем, вот. Но если нет, то просто походим, сможем зайти, а может быть и как-то нелегально проберемся, еще пока не знаю. Так, как вы будете замечать, будут испанские субтитры, потому что мой або эспаньоль не очень хорош. Екатерина, наш преподаватель, знает, как я прекрасно коверкую слова некоторые, и я думаю, это будет оскорбление в адрес аргентинцев, если я буду неправильно произносить, но я буду понемножку стараться говорить и рассказывать, вот. Но об этом чуть позже. Итак, приехало такси, мы поехали. Так, ну что, мы в дороге. Займет дорогу у нас 40 минут от Буэнос-Айреса. Вот. Как недавно я заполняла анкеты документов, и вместо Буэнос-Айрес назвала его Буэнос-Айрес. Поэтому это новое его прозвище, я буду его говорить так. Так, мы приехали смотреть квартиру в Норд-Дельте, в райончике недалеко от Норд-Дельта. Вот, он достаточно для богатеньких, вот. Но цены, как ни странно, здесь подешевле даже, наверное, ну или такие же, как в Буэнос-Айресе, по апартаментам, которые мы смотрим. Вот, мы ждем, пока нас кто-то встретит, но тут прям очень тихо. Необычно, конечно, после шумного Буэнос-Айреса, Сайруса. Вот, чуть попозже вам покажу локацию. Вот этот, да, наверное, балкон, который мы смотрели. Да, наверное. Вот, но так очень даже мило. Вот, гуляем здесь, ждем ответа и покажу вам, что внутри квартирки. Такие здесь двухэтажные виллы, или как их назвать, не знаю, таунхаусы, дома, не знаю, мне еще очень понравилось. Вот посмотри вот на этот дом, и там прям стол с такими панорамными окнами на озеро.
Красота. Просто. Там собачка бегает. Миленько. Сегодня у нас прохладно. Вот. Холодный ветерок. Так вообще градусов 14-13. Вот. Но ветер дует знатно. В городе такого нет, так как там многоэтажки и как-то не ощущается. А здесь прям прохладно, ветрено. Так, ну что, вот такие вот апартаменты. Мы уже посмотрели внутрь. Находятся они вон там, наши апартаментики. Вот, внутри, получается, 2 комнаты отдельных. Также зал, кухня и Париж, отдельный балкон. Тут прям очень тихо. Это какой-то уже соседний район. Вообще Нордельта разбита на множество районов. Раньше их было вообще 9. Сейчас их что-то штук 20, по-моему, насчитано. Вот, вообще квартирка нам понравилась. Она не слишком убитая, ценник хороший. И можно прям заехать будет 31 июля. Вот. Надо сейчас решить, потому что ее надо бронировать, так как чувак, с которым я списывалась, сказал, что запись была чуть ли не 2 месяца, некоторые ждали. Поэтому надо по-быстренькому решить, будем мы ее брать или нет. Сейчас прогуляемся по району, вообще посмотрим, что тут есть, как тут такси вызывать. В принципе, 40 минут до центра города на такси. Это примерно то же самое, как там, не знаю, из Зеленограда на электричке доехать. Вот. Сейчас пройдемся, посмотрим, что тут есть. Не знаю, там продуктовый магазин. Интересно, как он далеко отсюда есть он вообще в таких районах. Людей вообще нет. Вообще нет. И знаете, мы иногда намереваемся к центру. Вот чувствуете вот этот ветер, который дует просто. Аж прохладненько. Ну, зима, что вы хотите. Знаете, когда вот гуляете по некоторым районам Буэнос-Айреса, то, соответственно, немного есть районы чуть отдаленные, где ты реально идешь, и вот ты идешь в субботу, воскресенье, когда, ну, уже небольшой час пика, и люди должны гулять, погода хорошая. Вообще никого нет, тишина. И это, конечно, поражает. Я так, не знаю, в Москве есть такие районы, где ты идешь, и вообще никого нет? Мне кажется, нет. Ой, так тут, конечно, очень... Дома, конечно, все как квадрат, как их называет Кирилл. Просто особо как-то по стилю они, конечно, просто особо не заморачиваются, но при этом минимализм, как сейчас модно. Эти дома с панорамными окнами. Ой, это я вижу людей в окно. Это плюс. В панорамных окнах можно увидеть людей. Вот, увидела какую-то девушку. Ну, люди, значит, здесь. Так. Ой, конечно, прохладно. Так, опа. Еще плюс, кстати, нашей квартиры в том, что там есть каяк. И на нем можно сплавляться. Сейчас покажу, соответственно, куда можно сплавляться. Вот сюда можно, соответственно, спуститься и поплавать. Вообще, Нордельта, она построена на болотистой местности. То есть вот это все искусственное. И на самом деле болотистая местность, она была большая, обширная. И до сих пор некоторые аргентинцы, как я понимаю, протестуют против этого района, потому что когда происходят те же самые дожди, там, не знаю, какие-нибудь ураганы, ветры, то затапливают соседние районы, так как вода никуда не стекает, вот, из-за того, что, ну, ей, по сути, раньше она могла стекать сюда, в большую какую-то болотистую местность. Сейчас
этого не происходит. Также, как я поняла, некоторые даже и аргентинцы, которые богатенькие здесь живут в этих районах, они тоже немного протестуют, потому что, как я узнала, раньше вообще капибары здесь не водились. Вот, и повторюсь, так как район искусственно создан на такой болотистой местности, то здесь, естественно, много всяких раньше мошек, комаров, живности и так далее. Вот, и потом это все вот облагородили, засадили деревьями, утрамбовали всякими газонами, если можно так сказать. И пришли, соответственно, капибары в 2021 году. Оказывается, они только появились в это время, их нашествие, и они портили участки, какие вообще кусали собак. Я даже прочитала, очень много портили всякие газоны, там, не знаю, там в саду какие-то растения, деревья. В общем, устраивали небольшой хаос, что местным богатым аргентинцам приходилось это все облагораживать, вот, застраивать. И они, конечно, бунтовались. Вот. Но читала еще, что многие экологи писали и тоже бунтовали против местного населения, потому что, ну а что вы хотите? Вы построили район на болотистой местности, как здесь не быть каким-то таким животным, мушком? Ну, то есть тут не изолировать от всего на свете, то есть все равно какая-то живность, она в любом случае будет. Вот, поэтому таким образом вот так вот облагородили территорию, что вот пришли капибару заселять эту территорию, им здесь очень понравилось. Травка посажена, собачки есть кого покусать. В общем, просто, видимо, кайфуют. Вот. Мы хотим еще поехать в один район, тоже здесь недалеко, можно сказать, центр Норд-Дельты. Вот, мы хотим туда попробовать зайти в кафешку. Вот. Попробовать зайти в кафешку и, соответственно, там вроде бы как водятся капибары. Вот. Но вот здесь, в данном районе, капибар не водится. Не знаю, хорошо это или плохо, Кирилл? Он замерзает. Не знаю, может быть и хорошо. Надо посмотреть. Но сам райончик... Оля, кидаль! Вот такие дружелюбные просто аргентинцы. Не знаю, я от них просто тащусь. Они настолько доброжелательны. Ну, честно, иногда я себя чувствую тварью последней, потому что я иногда реально просто их игнорю. Ну, не потому что я там... Ну, это не знаю, это немножко привычка, знаете, вот нашего русского менталитета. Когда ты не выспался, когда тебя все бесит, когда ты опаздываешь, когда, ну, что-то пошло не так, ты не поел, голоден, не знаю, просто вот, ну ты просто злой. И вот ты идешь, тебе там ола-кидаль, а я изначально, когда мы приехали, они мне ола-кидаль, я им тоже ола-кидаль. Причем я отвечала, типа, говорю, эстебены, босс, они мне ничего не отвечали. Я думаю, да... В смысле, почему вы не отвечаете мне? Я тоже тогда не буду отвечать. А оказалось, это просто, ну, привет, как дела? Это, как, считайте, одно словосочетание. Привет. То есть это просто приветствие такое, для взгляда не просто сказать привет, а еще как бы проявить уважение, что им не все равно, как ты себя чувствуешь. И даже если ты не отвечаешь, как ты чувствуешь, но они все равно как бы вот это словосочетание используют. Это очень круто. И к чему это я? И поначалу я была вот той букой, которая немножко, не то что немножко, игнорила их, они, ну, естественно, типа на меня смотрели, не понимали, типа, пришла какая-то борзая, блин, не отвечает. Но, честно, я не потому что недоброжелательна, а потому что
бывают такие дни, когда вот тебе просто грустно, но вот когда такие вот, такая улыбка тебе навстречу, привет, как дела, там, не знаю, рада тебя видеть, то сразу настроение повышается, и это, конечно, очень круто, потому что у нас ты едешь куда-то, у тебя нет настроения, скорее всего, у другого человека тоже его нет, кто с тобой едет, и you need. И, соответственно, вот вы, два грустных человека, не приносите свет в этот мир и не повышайте друг другу настрой, а вот аргентинцы просто радуются всему и, не знаю, вот в моменте увидели, там идешь, рассуждаешь, бац, тебе, с тобой поздоровались, они растянули улыбку, ты растянул улыбку, вы друг другу рады видеть, и жизнь прекрасна. Понимаешь, что все хорошо. Так, ну что, собственно, мы сейчас будем выдвигаться. Этот райончик, он оказался не очень-то большим. Вот, мы сейчас будем наворачивать в другой район на такси. Но этот райончик мне тоже понравился. Тут можно выйти погулять, но магазинчиков здесь нет. Очень тихо. Вот, поэтому поехали дальше. Так, ну что, мы заказали такси, спокойно приехали. У таксиста была карточка, которая пропустила нас в Нордельту, потому что, еще раз повторюсь, это закрытый район, и здесь просто так не пускают. Вот, но у таксистов есть карточки, которые спокойно пропускают на территорию, а то я очень много читала в чатах, что вас не пропустят, приехал, развернули обратно. Не знаю, прочитала, что и по паспорту пускают, и таксисты тоже карточки показывают, пропускают, поэтому, поэтому все удачно. Не бойтесь, приезжайте сюда, спокойно пропустят на территорию. Так, ну что, мы приехали в первую локацию. Приехали в первую локацию Юнида, вон там сидит Кирилл с Пукишным. Мы приехали позавтракать, и тут на территории, я как уже сказала, в Нордельте везде ходят капибарусы, и вот первая капибара. Я не знала, что она такая здоровая, я аж прям в шоке, вы только посмотрите. Она, ну тут она маленькая, кажется, я сейчас сниму на другую, переднюю камеру, там их так много, господи. Сейчас покажу. Смотрите, это ее детеныш, господи, это так мило. А вот там их 1, 2, 3, 4, 5, 6, господи, их 6 штук. Вы видите? 1, 2, 3. Ну вот, избылась мечта Кирилла, хотя странно, почему я стою возле них, а не он, но вот, их сколько здесь, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук, капибар, 12. Знаете, вот я вот сейчас стою вот так вот рядом, знаете, это вот, когда семейная какая-то фотография, и какой-то человек стесняется, и такой типа, иди встань рядышком, и я такая, постою рядышком с ними. Вот, но я надеюсь, они не агрессивные, потому что, не знаю, меня они лично очень-очень пугают. Очень пугают. Прям вот действительно очень пугают. Я надеюсь, они не агрессивные в плане того, что, не знаю, как это разбегаются, но вроде бы... Но тот очень миленький, плющит. Но так, на самом деле, я не ожидала, что они такие здоровые. Я думала, они, ну, как бы, как кошка какая-то. А они как... Да даже собакой не назвать. Они реально здоровые. У них лица просто вообще огроменные. Вот. Немного фактов о капибару. Они любят плющить на солнце. Они много срут. И они едят траву. Все. 3 факта. Вот. Но на самом деле в Нордельте очень сильно заботятся об этих животных. Тут стоит очень много знаков на дороге, где как раз предупреждают водителей о том, что аккуратнее, тут могут выбежать вот такие вот существа. Вон один, вон спинку чешет, как реально собака какая-то.
Вот. Поэтому здесь сначала они были вредителями, но сейчас вот такие вот дружные существа и делают, кстати, мне кажется, очень хорошую выручку для таких вот заведений, как Юнита, в котором мы только что были, потому что туда приходят люди и видят вот таких вот животных, они 100% захотят выйти пофотографироваться, поснимать что-то, и об этом будут говорить. То есть вот, приезжайте в кафешку, рядом с ней есть вот такие вот чудесные капибарусы, вы можете с ними сфоткаться. Вот, поэтому вот такая милота. Что, за жопу будешь хватать? Он как-то на тебя подозрительно смотрит. Я бы лучше отошла. Ему не нравится, что ты подошел сзади. Ничего себе у них ноги, конечно. О, смотри, какая птица красивая прилетела. Красота. Эх, это дикая природа. И сейчас машины проезжают. Слушай, нам еще это... Хватать я их не буду. Ну, скажи, как фундук какой-то. Кому фундука захватить из Аргентины? Причем так аккуратненькое, такие ровненькие, офигеть. Запора у них точно нет. Завидуешь? Да. Так, ну что, мы гуляем по Нордельте. Вот. Идем пешочком в сторону торгового центра. Хотим посмотреть, что там за торговый центр, что есть. Вот. И проходим среди множества этих райончиков, в которых живут обеспеченные аргентинцы. Вот. Они, конечно, очень красивые. Ничего не сказать. Но, опять же, интересно, они все дома прячутся, потому что я никого не вижу. Либо почему не сдают, чтобы, не знаю, побольше людей приезжало, смотрело, мне кажется, отдыхало, нежели они так простаивают дома. Ну, возможно, цену накручивают. Сейчас вам чуть пройдем подальше, покажу дома, которые здесь есть. А вообще, мне стало интересно. Дорогие аргентинцы, может, кто-то из вас, кто меня смотрит, живет в Нордельте, в каком-нибудь шикарном доме и желает пригласить нас в гости, сделать небольшой интервью-обзор, как живут аргентинцы в районе Нордельте. Мне кажется, было бы многим интересно. Это, знаете, как рубрика по домам, когда ты ходишь и делаешь обзор дома. Это всегда очень интересно. Это, знаете, как любопытные глазки и ушки всегда привлекает внимание. Вот, поэтому, если есть такие желающие, пишите в комментариях, оставляйте контактик, я свяжусь и с удовольствием сделаю обзор. Мне кажется, это очень интересно. Мне самой безумно интересно посмотреть, как внутри этих райончиков, какие дома, какие-то, может, обычаи аргентинские. Мне кажется, это прям очень классный контент был бы. Вот. Давайте покажу домики, но, к сожалению, мы не можем зайти внутрь. Ну, точнее, наверное, можем зайти по прикарию, либо по паспортам нашим. Вот, посмотрите, такие вот дома красивые. Они даже есть еще больше, просто со своими террасами огромнейшими. Ой, вон даже у кого-то капибара вон на участке лежит. Вообще. Просто пришла, покайфовала. Мы идем вот по такой дорожке, гуляем. Очень тихо. Вообще хорошо, конечно. Солнышко светит. Вообще, кстати, Нордельту называют местные
что-то наподобие Майами. Но, не знаю, океана здесь нет. Есть только река, немножко болотистая. Но при этом виды красивые. И тихо, действительно, очень. Дома, видите, там просто огроменные все. И вот, пока иду снимаю, вот вы кого-то увидели, я, кроме капибар, никого. Надеюсь, это не их жилье целиком. Красота. Так, ну что, вот так вот мы шли просто по прогулочной зоне. И тут вот такая вот жирная жопа. Гуляет. Там вот дома за территорией. Так вот они спокойненько. Вон еще одна прогуливается. Но ведут они достаточно себя не агрессивно, спокойно. Даже вот так вот рядышком нахожусь, не страшно. Какую-то... Ну вот если ты подойдешь и щипнешь, как ты планировал, я думаю, они разозрятся, 100%. Нужно будет делать ноги. Да, поэтому... Ой. Конечно, красиво. Так, ну и еще. Кто... Ну, еще на самом деле, не просто же, конечно, дома посмотреть, что я очень хочу, но также было бы интересно взять такое небольшое интервью. В принципе, рассказали бы, может, о каких-то традициях, о жизни в Аргентине, чего мы еще не знаем. Возможно, какое-то совместное блюдо приготовить местное, аргентинское. Ну и просто поболтать. Я не обещаю, что мой испанский будет очень хорош, но я обещаю, что я подготовлюсь к этому интервью. И это будет для меня отличная практика, потому что все-таки некий стопор у меня есть, когда начинает кто-то со мной разговаривать. Вот. А так я подготовлю вопросики. Вот. Кирилл тоже будет помогать. Будем, короче, на 2 сапога пары сидеть и брать интервью. Мне кажется, это будет очень интересно. Надеюсь, кто-то откликнется и кому-то это будет интересно. Да просто пообщаться. Мы тоже расскажем о жизни в Москве, традициях. Вот. Мне кажется, и в принципе россиянам будет полезно узнать и интересно. Вот. Ну и также нашему интервьюеру, или не знаю, кто это будет, аргентинцу, собеседнику, спикеру, не знаю, как его назвать. Вот, поэтому пишите в комментариях, оставляйте, кому это было бы интересно. Вот, связывайтесь с нами, мы обязательно приедем к вам. Тин-тин-тин. Это видео. Это видео. Это видеоблог. Смотрите, сколько их много. Вы рады? Хи-хи-хи. Не, посмотрите, какие они маленькие. Блин, я надеюсь. Капец, их много. Ой, какие малютки. Смотрите, какая милота. Я не могу. Ой, там их еще больше, и вон еще. Вот этот район, про который я говорила. Дома здесь. Ну, реально все вымерли, но мы подумали о том, что, скорее всего, если они тут живут на постоянной основе, то просто на выходные они выезжают в город, чтобы как-то развлечься. Ну, скорее всего. И поэтому здесь выходные, приезжайте обязательно в Нордельту. Тут просто даже погулять вот по такой, не знаю, прогулочной зоне, где никого нет. Просто красота. Ой, ёперный театр, вы что пугаете? Я вот их хотел сходить за жопу, они все почувствовали. Господи, у меня чуть... Слушай, как они. Да это как наш этот Максик. Ой, ну там бревно, это огромное. Да, там еще огромное. Фух, ну я испугалась, конечно, немножко. Чуть не отбросила коньки. Ой, красота, конечно. Очень красивый район.
представляешь, вот будем, если жить в том райончике, каждый день будем выбираться, да, смотреть на капибар. Ой, тут вот площадочка красивая. Очень красиво. Так, ну что, мы приехали в торговый центр, точнее, дошли до него. Мы шли 2 часа, да, по-моему? Ну да. Вот такой классный торговый центр. Ой, блин. Что? Пандора? Ой, какой красивый мотоцикл. О, тут есть детская, блин, я бы зашла, посмотрела, что там есть. А, или там для взрослых, да? Да, для взрослых. Сваровский, пожалуйста. Ой, какое интересное растение, кактус. Вот этот здоровый кактус. Прикольно. Вот такая вот здесь локация торгового центра. Красиво. Так, ну посмотрим. Мы пока чисто без покупок поглазеть. О, Tio Connection. Наш любимый. Наша любимая кафешка, где мы любим иногда позавтракать. Да, но больше мы любим Bagels. Мы уже взяли с собой на завтра. Так, а в принципе это, наверное, все, что ли? А, нет, дальше вроде есть, да? Или круговое? А, не, есть. Слушай, прям очень такой. О, для дома, да, прикольно. Пледики всякие, ну, видишь, тоже для дивана. Ой, да, кстати, можно будет пледики взять. Все-таки мы все склоняемся все-таки к той локейшн. Вот какие кроссовочки. Да, мне тоже нравится. Слушай, а сколько они стоят, интересно? 100 тысяч. 10 тысяч? Давай возьмем, померим тебе. Сейчас? Да. Давай. Давай, пошли. Так, ну что, мы сели в такси. Ciudad de La Paz. Sí. Belgrano. Belgrano. Ok. Сели в такси, едем в сторону дома. Вот. Прогулялись, взяли с собой Bagels. Кто смотрел мой обзор на эту кафешку. Погуляли, посмотрели шмоточки. Вот. Но мы еще сюда вернемся. Вот, я думаю, закупим, потому что я присмотрелась еще одни New Balance. Мне не понравились. Вот. Ну так, тут очень мило, приятно. Вот есть магазинчики, кафешки, ресторанчики, поэтому можно приятно провести время выходной, выбраться. Вот, поэтому будем прощаться. Спасибо всем, кто смотрел. Такой небольшой выпуск вышел. Я не знаю еще, конечно, сколько там по минутам. Вот. Следующий обзор будет на следующей неделе. Вот. Пока еще не знаю, куда поедем, что будем смотреть и обозревать. Вот. Но если что, это будет такой больше будний контент, скорее всего, в нашей жизни. Буду снимать, показывать. Rusia hace más frío. Frío. Más frío. Hoy no. Hoy en Rusia Verano. 20 градусов. Sí. Ah, bien. Sí, pero en invierno Поэтому вот так вот мы немножко практикуем испанский. Bien. Немножко. Acá está lindo. Немножко практикуем испанский. И вот рассказываем сейчас, что в Москве сейчас в России лето, вот, а в Аргентине зима. Поэтому немножко Acá hay más frío такой que парадокс. Так, ну все, ребят, спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.